Приветствую тебя, друг. Надеюсь, ты в тепле, а то и с холодными новостями. В противном случае советую посмотреть Соломоновы острова. Сейчас мы поговорим про морозы, но не просто температуру, а реальных местах жительства людей в действительно суровых условиях. Сейчас ты узнаешь самый полный список суровейших мест обитания людей на территории России и вполне возможно услышишь о своем родном городе или селе. Я решил не делать видео в стиле топ-5 отмороженных мест, поскольку это не отразит картины в целом и будет слишком ограничено по регионам, а хочется показать глобально, поэтому видео получилось довольно комплексным. Большая часть таких мест приходится на территорию России. Да, есть несколько населенных пунктов в Канаде, Гренландии и на Аляске, но в процентном соотношении это довольно ничтожно, и я решил не распыляться и сконцентрироваться на одном, самом холодном государстве. Сразу скажу, что если некоторые населенные пункты имеют примерно одинаковые климатические условия, я отдам предпочтение более примечательному и в чем-то особенному от аналогичных, дабы не перечислять еще несколько десятков деревень, находящихся в шаге друг от друга. Думаю, это будет лишним. Речь пойдет о населенных пунктах, а не о географических координатах, где нет людей. Тем самым упор сделан на выживание человека в особо непригодных для него условиях. Также для упрощения я разделил локации на 3 группы. Итак, пора узнать, в каких нечеловеческих условиях живут люди. Начнем от меньшего к большему. Хотя в нашем случае с температурами наоборот. Будет очень интересно. Приятного просмотра. И открывает наш список административный центр Забайкальского края, город Чита, со среднегодовой температурой минус 1,5 градуса. В целях экономии времени, чтобы каждый раз не проговаривать, среднегодовую влажность и скорость ветра к каждому населенному пункту вы будете видеть на экране. Абсолютный минимум – минус 49. Это наш первый город в списке, и он уже имеет среднегодовую минусовую температуру. Чита – город непростой для комфортной жизни, во всех смыслах. Население 330 тысяч. Высота над уровнем моря 650 метров. Климат резко континентальный. С июня по сентябрь выпадает годовая норма осадков 350 мм. Остальные же месяцы они практически отсутствуют. Снега мало. Средняя температура летом плюс 23, зимой минус 26. Только 3 летних месяца полностью безморозные. Является одним из самых солнечных городов России. Братск расположен в Иркутской области. Среднегодовая минус 2 и абсолютный минимум минус 51. Население 220 тысяч. С 2010 года стабильно уменьшается. Климат резко континентальный. Средняя температура летом плюс 21. Зимой так же, как и в Чите. Отопительный сезон длится 8 месяцев. Осадков примерно 370 мм. Город-порт Магадан. Административный центр Магаданской области. Минус 2,5 градуса. Абсолютный минимум значительно меньше предыдущих, минус 35. Население 89 тысяч. Климат субарктический. Но в отличие от Читы и Братска, лето здесь уже не такое теплое, в среднем плюс 14. Зато зима теплее, минус 16. Но теплее лишь на градусах. Все дело в ветре, скорость которого часто превышает 10-15 метров в секунду. Зафиксированы порывы до 40 метров в секунду. В таких условиях минус 25 будет переноситься куда тяжелее, чем минус 40 в безветренном месте. Можно посмотреть на данную таблицу. Температура воды в Охотском море максимальная в июле, плюс 17. Ноябрьск – город на юге Ямало-Ненецкого автономного округа. Среднегодовая минус 3. Абсолютный минимум минус 55. Население 101 тысяча. Климат резко континентальный. Осадков 620 мм, в основном летом. В городе примерно 8 месяцев в году солнечная погода. Летом средняя температура плюс 19, зимой минус 24. Нефтеюганск расположен в Ханты-Мансийском автономном округе, в 50 км от Сургута. Среднегодовая минус 3,3, минимальная минус 44. Население 124 тысячи. Континентальный климат. Летом плюс 18, зимой минус 22. Тында. Город расположен на севере Амурской области. Среднегодовая минус 4,3 и минимальная минус 50. Население 28 тысяч. За последние 30 лет стабильно уменьшается. Например, в 90-х было около 60.
Климат резко континентальный, осадков 400 мм. Летом плюс 18, зимой минус 30. Салехард – административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа со среднегодовой температурой минус 5 и абсолютным минимумом минус 54. Население 50 тысяч. С 2005 года постепенно увеличивается. Климат субарктический. Осадков 375 мм, половина которых выпадает за июль и август. Летом в среднем плюс 18, зимой минус 25. 6 месяцев в году в городе стабильно мороз и снег. А мы переходим ко второй группе. Здесь куда больше населенных пунктов и температуры значительно ниже. Кошагач – село на юге Республики Алтай со среднегодовой минус 5,2 и абсолютным минимумом минус 55. Население 8 тысяч. Расположен в котловине на высоте 1750 метров. Климат резко континентальный. Осадков всего 120 мм. Бывают экстремальные перепады температур в течение года от плюс 30 до минус 40. Летом возможны заморозки. Примерно 10 месяцев в году солнечные, что делает это одним из самых солнечных мест страны. Летом в среднем плюс 19, зимой минус 30. Воркута – город на самом севере Республики Коми с температурой минус 5,3 и абсолютным минимумом минус 52. Население около 56 тысяч, а в 1991 году было 117 тысяч. Есть информация, что цифра нынешнего в 2 раза меньше. Многие, хоть и остаются быть прописанными в городе, давно уехали. Воркута входит в топ городов России по сокращению численности населения. Климат города субарктический. Безморозный период 2-3 месяца. Годовые колебания температур невелики. А вот осадков для арктической зоны довольно много, чуть более 500 мм, что приводит к высокой влажности. Отсюда и ощущение мороза куда сильнее. Зимой сильные метели. Летом в среднем плюс 15, зимой минус 21. Эгвекинот расположен в Чукотском автономном округе со средней температурой минус 5,4 и абсолютным минимумом минус 47. Население 3500. Расположен в 32 километрах южнее полярного круга в вечной мерзлоте. Плюсовая температура длится около 4 месяцев. Поселок расположен на границе между восточным и западным полушариями. Осадков до 500 мм. Лето холодное, плюс 12. Но и зима теплее предыдущих локаций, всего минус 20. Новый Уренгой – уже третий по счету город в нашем списке с Ямало-Ненецкого автономного округа, со среднегодовой температурой минус 6 и рекордным минимумом минус 54. Населением около 106 тысяч. Климат субарктический. Осадков примерно 470 мм. Часто бывают сильные ветры. Летом плюс 17, зимой минус 26. Ербогачон. Переводится с авенкийского как «холм, поросший сосной». Это наш второй представитель с севера Иркутской области, со среднегодовой минус 6 и абсолютным минимумом минус 61. Население примерно 1900 человек, климат резко континентальный, осадков 350 мм. Ветер здесь в среднем не превышает 2 метров в секунду, что уже хорошо. Бывали случаи, когда в сентябре было минус 20. Абсолютный перепад температур в течение года равен, внимание, 100 градусам. От минус 60 до плюс 40. Бывали вот такие случаи. Летом в среднем плюс 21, зимой минус 32. И снова Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги, минус 6. С абсолютным минимумом минус 54. Сосед Салехарда, при этом среднегодовая температура ниже на градус. Осадков до 600 мм. Население 26 тысяч. Летом плюс 16, зимой минус 25. Анадырь. И вот у нас второй город Чукотского автономного округа, административный центр. Со средней температурой в году минус 6,2 и рекордным минимумом минус 47.
Населением 13 тысяч. Климат в городе субарктический, морской. Осадков 380 мм. С ветром история, как и в Магадане. Он сильный и постоянный, плюс высокая влажность. Делает морозы куда сильнее по ощущениям. Вода не прогревается выше плюс 13. Летом средняя температура 14 градусов, зимой минус 23. Село Байкит расположен в Красноярском крае. Среднегодовой минус 6,3 и абсолютный минимум минус 56. Население 2900. Климат резко континентальный. Осадков аж 500 мм. Летом в среднем плюс 21, зимой минус 33. Уэлен – село на самом востоке Чукотского автономного округа, со среднегодовой минус 6,3 и рекордным минимумом минус 44. Население 670 человек. Высота села над уровнем моря всего 3 метра. Является самым восточным населенным пунктом России и Евразии. Климат тундровый. Осадков 320 мм. И тут, в отличие от всех предыдущих локаций, летом средняя температура всего плюс 8. Можно сказать, оно практически отсутствует. А вот зима чуточку теплее, минус 22. Мирный, он же алмазная столица России, Якутия. Среднегодовая минус 6,4. Минимум минус 54. Население 34 тысячи. Климат резко континентальный, осадков около 300 мм. В основном летом, когда средняя температура плюс 20. Зимой же минус 32. Нерюнгри расположен на юге Якутии, она же Республика Саха, минус 6,9 и абсолютным минимумом минус 61. Проживает 54 тысячи человек. Это второй по численности населения город Якутии. Высота города над уровнем моря 850 метров. Климат субарктический. Осадков довольно много, аж 600 мм. Летом в среднем плюс 17, зимой минус 30. Уренгой, как и Новый Уренгой, находится в Ямал-Ненецком автономном округе. Но температура здесь куда ниже, минус 7,8, с рекордной минус 56. Население 5800. Климат суровый, субарктический. Зима длится около 7 месяцев. С ноября по февраль солнце показывается редко. Период так называемого ультрафиолетового голодания. Летом в среднем плюс 16, зимой минус 27. Поселок Тура расположен, можно сказать, в самом центре России, Красноярский край. Среднегодовая минус 8 и рекордная минус 60. Население 4400 человек. Климат субарктический. Довольно снежное место. Зимой температура может опускаться до минус 50, а коротким летом поднимается до плюс 30. Однажды была зафиксирована температура плюс 39 в июле. Осадков 380 мм. Средняя летом плюс 21. Зимой минус 36. Игарка расположен здесь, тоже Красноярский край, минус 8,1 и рекордная минус 56. Население 3500. За последние 10 лет уменьшилось на 2000. Находится в зоне вечной мерзлоты, климат субарктический. Осадков для данного региона немало, 500 мм. Среднее летом плюс 18, зимой минус 29. Город Вилюйск находится в Якутии, со среднегодовой минус 8,2 и рекордной минус 61. Население 10 тысяч. Климат резко континентальный. Осадков 300 мм. Преимущественно в июле. Лето довольно теплое, плюс 22. А вот зима в нашем рейтинге ставит новый рекорд, минус 37. И вот в наш список попадает Якутск, столица Республики Саха, со среднегодовой минус 8,8 и рекордной аж минус 64. Население 385 тысяч. Это самый крупный населенный пункт в пределах столь низких температур. Причем количество жителей стабильно растет, несмотря на климат. За последние 25 лет жителей увеличилось на 170 тысяч.
то есть в 2 раза от того, сколько было в нулевых годах. Климат города резко континентальный. Осадков всего 230 мм, и большая часть приходится на лето. Заморозки возможны в течение всего года. Тем не менее, лето хоть и короткое, но жаркое, в среднем плюс 24, но не редкость и плюс 30 в июле. Зима же минус 38. Годовая амплитуда температур Якутска одна из наибольших на планете, около 100 градусов. И вот мы подобрались к самому северному городу России – Певек, со среднегодовой минус 9,5 градусов и абсолютным минимумом минус 50. Расположен на севере Чукотского автономного округа. Население около 4000, осадков 220 мм. Климат тундровый. Певек знаменит очень сильным порывистым ветром, южаком. Ветер задувает внезапно, сопровождается снежными вихрями. При этом происходит резкое падение атмосферного давления. В течение 1 часа скорость ветра может достигнуть 40 метров в секунду и порывах до 80. И такая погода может длиться пару суток, а может и пару недель. Дома в городе возводились так, чтобы каждый микрорайон имел здание-стену, перекрывающее сильный воздушный поток, защищая собой другие сооружения. Температура воды редко превышает плюс 8. Летом в среднем плюс 13, зимой минус 26. Но учитывая ветер, переносится это в разы тяжелее, чем якутские минус 40. Норильск. Город на севере Красноярского края. Со среднегодовой минус 9,6 и минимальной минус 53. С населением 177 тысяч. Осадков в среднем 340 мм. Очень суровое место. Климат переходной от арктического до субарктического. Расположен практически на одной широте с Мурманском, но значительно холоднее последнего. Да еще и очень ветреное место. Около 2 месяцев в году метели и 8 месяцев отрицательная температура. Очень частые метели со шквалистым ветром, называемым местными жителями «черная пурга». Снежный покров до 9 месяцев. Летом плюс 17, зимой минус 28. И замыкает нашу вторую группу Дудинка, сосед Норильска, со среднегодовой температурой минус 9,8 и абсолютным минимумом минус 57. Кстати, въезд в Дудинку, как и Норильск, иностранным гражданам без специального разрешения запрещен. Население 19 тысяч. С 2005 года идет на убыль. Вероятно, люди потихоньку перебираются в более крупный и перспективный Норильск. Здесь расположена самая северная в мире железная дорога, автономная, не связана с другими. Также существует автобусное сообщение с Норильском, но в дни пурги автобусы не ходят. А еще здесь самый северный международный морской порт в России и крупнейший в Сибири. Осадков 520 мм, что много для такого климата, сурового субарктического. Дудинка очень похожа на Норильск, но при этом куда больше осадков и более низкие температуры. Отопительный сезон около 10 месяцев, ведь морозы стабильны 9 месяцев ежегодно. Среднее летом плюс 15, зимой минус 29. И вот мы подобрались к первой группе. Может показаться, что в прошлых городах невыносимо тяжелый климат, а оно так и есть. Но следующие в рейтинге будут удивлять самыми суровыми условиями жизни людей на планете. Все познается в сравнении. И сейчас мы узнаем, что такое настоящий климатический ад, в котором поселились и живут люди по сей день. И открывает наш список поселок Магаданской области Амсукчан со среднегодовой температурой минус 10,4 и абсолютным минимумом минус 47. Как мы помним, Магадан был еще в самом начале с температурой минус 2,5 градуса. Здесь же на 8 ниже, а находится он всего в 400 километров северо-восточнее. Население 3300 человек, суровый субарктический климат. Летом в среднем плюс 13, зима минус 30. Что в 2 раза холоднее Магадана. Есть аэропорт и автобусное сообщение с Магаданом. В 300 километров от Норильска, можно сказать в изоляции от всего мира, расположился поселок Волочанка, Красноярский край, со среднегодовой температурой минус 10,5 градусов и рекордом в минус 59. Населением около 400 человек.
Сложно представить жизнь в таком месте, в суровом субарктическом климате. Осадков примерно 250 мм. Летом в среднем плюс 13, зимой минус 30. Энергетическое снабжение Волочанки производится с помощью дизельной электростанции. Централизованных систем водоотведения в поселке нет. Транспортное сообщение возможно по реке, либо вертолетом. Оленек. Село в Якутии. На реке Оленек. Среднегодовая температура минус 10,7 и абсолютный официально зафиксированный минимум минус 62,9 градуса. Климат субарктический, население около 2500. За 10 лет увеличилось на 300 человек. Осадков примерно 300 мм. Примерно 8 месяцев здесь стабильно лежит снег. В любом месяце могут быть заморозки. Однажды в июне температура опустилась до минус 15. Летом в среднем плюс 17, зимой минус 38. Имеется свой аэропорт. Диксон. Поселок на лютом севере Красноярского края. Это самый северный населенный пункт России. Среднегодовая температура минус 11,4 градуса. И рекордная минус 48. Здесь проживает примерно 300 человек, а в 1985 году было около 5000. С тех пор стабильно уменьшается, но есть предпосылки к росту. Расположен в арктической пустыне. Можно сказать, место тотальной изоляции. До районного центра города Дудинки 650 км по воде, а до любого ближайшего 278 км. Это село Воронцово. Несмотря на то, что рекордный минимум минус 48, и это куда меньше с прошлыми поселками и городами, здесь отрицательные температуры с сентября до начала июня. В мае, например, минус 8, температура воды плюс 3. Усугубляет положение безумно сильный ветер. Он здесь постоянен. Осадков до 240 мм. Лета в привычном понимании нет. В среднем всего плюс 6 градусов. Зимой же минус 26. Интересный факт. В 130 километров от Диксона был обнаружен скелет мамонта в отличном состоянии. Усть-Щугер. Деревушка на востоке Республики Коми. Со средней температурой в году минус 11,2, рекордный минус 58. Усть-Щугер знаменит тем, что является самым холодным местом Европы, с рекордом в минус 58. Это уникальная деревня, несмотря на то, что находится сильно южнее Воркуты. Среднегодовая температура здесь более чем в 2 раза ниже, население до 30 человек, летом в среднем плюс 14, зима минус 30, но нередко опускается до минус 50. Амалон. Село на западе Чукотского автономного округа. Со среднегодовой минус 11,5 градусов и рекордный минус 61. Население 600 человек. Тенденция к уменьшению. Здесь был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на всей Чукотке – минус 61. Климат субарктический. Осадков около 250 мм. А вот лето здесь довольно теплое, в среднем плюс 18. Зима же минус 39. Место труднодоступное. Расстояние до районного центра Билибино 400 километров. Есть, конечно, несколько поселков ближе, но там уже никто не проживает. Постоянной дороги к поселению нет, только сезонный автозимник и по воздуху. Хатанга. Село в Красноярском крае. С авенкийского переводится как «большая вода». Среднегодовая температура минус 11,6. Рекордная минус 59. Население 2600 человек. Климат субарктический. Погода здесь сильно изменчива. Летом максимум может достигнуть плюс 35. При этом летом также возможны заморозки. 8 месяцев сохраняется снежный покров. Осадков 280 мм. Средняя температура лета плюс 15. Зимы минус 32. Есть аэропорт. Сусуман расположен на западе Магаданской области. Среднегодовая температура минус 11,9. И рекордный минимум минус 61. Население 4100, и оно уменьшается. Высота города 650 метров. Климат субарктический, осадков до 300 мм. Большая часть приходится на лето.
со средней температурой плюс 13. Зимой же минус 36, но часто понижается до минус 55. В 1977 году в окрестностях был найден мамонтенок. В городе действует аэропорт. Среднеколымск – административный центр Среднеколымского улуса Республики Саха. Среднегодовая температура – минус 12,3. Рекордная – минус 56. Население примерно 3100 человек. Климат субарктический. Осадков мало, до 200 мм. Летом в среднем плюс 15, зимой минус 38. И также запросто понижается до минус 50. Действует аэропорт, пристань и автозимник. Ессей расположен 380 км южнее Хатанги, Красноярский край. Среднегодовая температура – минус 12,4. И абсолютный минимум – минус 74 градуса. Население 700 человек и, что интересно, увеличивается. Проживают ессейские якуты. Климат субарктический. Зима длится до 9 месяцев. В 2023 году в поселке был зарегистрирован новый абсолютный минимум температуры воздуха в населенном пункте – минус 74. Но поскольку там нет метеостанции, это неофициально. Да это и не столь важно. Ведь это новый мировой рекорд. Летом в среднем плюс 13, зимой минус 29. Кюсюр – село в Якутии. Находится, можно сказать, в уединении. Среднегодовая температура – минус 12,5 градусов. И абсолютный минимум – минус 62. Климат арктический. Население около 1000 человек. Осадков – примерно 270 мм. Обеспечение села электричеством происходит с помощью дизельной станции. Средняя температура летом плюс 14, зимой минус 38. Нередко опускается до минус 60. Тикси – поселок на севере Якутии. Название переводится с якутского как «пристань». Среднегодовая температура – минус 12,8. И минимум – минус 51. Климат арктический. Население примерно 4500. Осадков 320 мм. Несмотря на то, что море немного смягчает морозы, среднезимняя температура – минус 31. Апрель в Тикси имеет самую низкую среднемесячную температуру в России – с установленным рекордом в минус 28. Лета как такового нет, в среднем плюс 8. Бывает повышение температур на очень короткий период до 25-30 градусов. Имеется аэропорт. Юрюнг-Хая расположена в Северной Якутии. Среднегодовая температура минус 13,8. Рекордный минимум минус 50. Ближайший населенный пункт в сотни километров. Население 1200. И оно не уменьшается. Проживают долганы. Осадков примерно 280 мм. В январе и феврале их может вовсе не быть. Лютое место. Солнечных дней здесь немного. В основном летом. В среднем неделю-две в месяц. А вот с октября по май их и вовсе может не быть. Средняя температура лета плюс 10. Зимой минус 31. К тому же довольно сильный ветер круглый год. Крайне суровое место для жизни человека. Да, в общем-то, как и каждая в этой группе. В России немало населенных пунктов, в названии которых есть слово «хая». Если кто-то знает, как это точно переводится с якутского, пишите в комментариях. Возможно, хая – это гора, но я не уверен в этом. Билибино. Расположен в Чукотском автономном округе. Среднегодовая температура – минус 14. И абсолютный минимум – минус 58. Население 5500 человек. Климат арктический. Осадков в среднем 200 мм. В январе практически каждый день идет снег. А с октября по февраль примерно 3 недели каждого месяца. Летом средняя температура плюс 13, зимой минус 36. Работает аэропорт, есть дорога в Певек и близлежащие поселки. Саскелах находится в 100 километрах южнее от Юрюнг-Хая. Среднегодовая температура минус 14,1. Рекордная минус 60. Осадков всего 180 мм.
Население 2300, и оно стабильно увеличивается с середины прошлого века. Средняя температура летом плюс 14, зимой минус 37. Работает аэропорт и порт. Да, это тот самый знаменитый Верхоянск, и он не на первом и не на втором месте, как это часто бывает в различных рейтингах. Скоро узнаете почему. Знаменит он в первую очередь своим абсолютным минимумом минус 67,8, зафиксированным аж в 1885 году. Среднегодовая температура минус 14,5 градусов. За городом числится еще несколько интересных фактов. Он является самым северным городом Якутии, также самым малонаселенным городом России с населением 768 человек, но возможно уже меньше, поскольку с 2010 года люди потихоньку покидают это место. Кстати, если интересно, второй за ним по населению идет Чекалин, 935 человек, Тульская область. Еще один рекорд за Верхоянском. В 2020 году в городе была зафиксирована самая высокая температура севернее полярного круга со значением плюс 38. А также Верхоянск занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самой большой разницей максимальной и минимальной температур – 106 градусов. 14 июля 2022 года сильное наводнение полностью затопило город и является самым страшным наводнением за весь период наблюдений. Климат там переходной от резко континентальному к субарктическому. Осадков в районе 180 мм. Как и в Саскелахе, это равносильно количеству осадков в пустынях. Есть информация, что в 1911 году выпало всего 45 мм за год. Температура летом непредсказуемая, в среднем плюс 20, но, например, в июне может быть плюс 35. В июле пойти мокрый снег, а в августе внезапно опуститься до минус 5. Средняя температура зимой минус 50. Световой день в декабре около 2 часов. Зато здесь слабый ветер, редко превышающий 2 метра в секунду. Казалось бы, разве может быть еще более суровые условия? Да, могут быть. Например, в Усть-Нере среднегодовая температура минус 15,4 и рекордная минус 58. Является административным центром Аймяконского улуса в Восточной Якутии. Здесь уже среднегодовая на градус ниже от Верхоянска. Население 4150 человек. За последние 15 лет уменьшилось в 2 раза. Климат поселка резко континентальный. Осадков 260 мм. Здесь значительное количество золота. Его добычей и заняты местные жители. Средняя температура лета плюс 20. Зимы же минус 45. Усть-Оленек. Село расположено на склоне горы в северной части Якутии, в 25 километров от моря Лаптевых. Среднегодовая температура минус 15,7. Абсолютный минимум минус 52. Невероятно суровое и изолированное место. Проживают здесь эвенки. Точное количество неизвестно, примерно несколько десятков человек. Поселение медленно вымирает. Некоторое количество людей зимой перебираются в ближайшие более крупные поселения. К слову, до Саскелаха по прямой 220 километров, а до Якутска 1300, если лететь самолетом. Постоянно функционирует метеостанция. Магазинов нет. Хлеб, например, люди выпекают каждый сам для себя. Да, в общем-то, как и все остальное. Климат тундровый. Осадков примерно 200 мм. Средняя температура летом плюс 10, зимой минус 35. И вот мы подошли к предтоповому результату со среднегодовой температурой в ошеломительные минус 16,3. Село Тамтор, расположенное в Аймяконском улусе Якутии, где проживает около 1000 человек. Ранее эта местность называлась Тусахта-Хая. Находится в центре Аймяконской впадины. Климат экстремальный субарктический. Средняя температура лета плюс 16, зимой минус 48. И вот мы добрались до полюса холода. Село Аймякон. Самое суровое место на Земле, с постоянным населением. Расположено в 300 километров северо-западнее Тамтора. Среднегодовая температура минус 17,2 градуса.
Население примерно 560 человек, и оно медленно, но увеличивается. Расположено на высоте 740 метров, по прямой в 125 километров южнее от Усть-Неры, административный центр района. Омякон расположен южнее Северного полярного круга, в конце Староколымского тракта. Ближайший морской порт – Магадан, в 1000 километров. До Якутска тоже около 1000 километров по автодороге, но сообщения не круглогодичны. Ближайший аэропорт – Усть-Нера, а Староколымский тракт находится в очень плохом состоянии. Проезд возможен на внедорожнике. Что до рекордных низких температур, данных, как всегда, много и не все официальные. Минимально возможная температура – минус 72,8. Естественно, некоторыми оспаривается, но это не так важно, если среднегодовая – минус 17,2. Осадков до 200 мм. Плюсом является отсутствие ураганных ветров. Среднегодовая скорость ветра всего 1 метр в секунду. Температура очень коротким летом бывает до плюс 30, но при этом ночью падает на 15-20 градусов. Зимой же средняя до минус 53. На этом мой список закончился. Надеюсь, было интересно и полезно. Спасибо всем за просмотр. Всего вам хорошего.